Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня я говорю об интернете. Кто-то его обожает, кто-то ненавидит. Но в любом случае нельзя не сказать, что наша жизнь сейчас тесно связана с интернетом. Поэтому в этом видео я хочу назвать слова и фразы, которые мы часто используем, когда говорим об интернете. Итак, первое слово – это слово онлайн. Вы знаете, что О без ударения произносится как А или как шва, но в слове онлайн она нередко звучит как О, онлайн, или как что-то среднее между О и А, онлайн. С этим словом мы образуем другие слова. Онлайн-встреча, онлайн-конференция, онлайн-звонок. Хотя, если из контекста понятно, что мы говорим о таком формате мероприятия, мы обычно не говорим онлайн, а просто говорим встреча, конференция, звонок. Слово офлайн мы тоже используем. Обратите внимание на то, как мы пишем это слово с одной F. Хотя иногда вы можете видеть это слово с двумя F. Но сейчас правильным будет писать это слово с одной F. Очень странно, но в русском языке мы не используем глагол «серфить», когда говорим об интернете. Вместо этого мы используем глагол «сидеть». Сидеть в интернете. Когда мы говорим об интернете, мы не можем игнорировать названия популярных сайтов и социальных сетей. Итак, как мы их называем по-русски? Я назову самые популярные. Итак, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Думаю, ничего необычного в произношении. Хочу упомянуть еще одну социальную сеть, которая популярна в России. Это ВК. Раньше она называлась ВКонтакте. Теперь в названии только две буквы – ВК. Это аналог Фейсбука. Вначале ВК даже выглядела как Facebook. Но сейчас там есть много видеоконтента, поэтому теперь это такая смесь Фейсбука и Ютуба. Теперь поговорим подробнее о социальных сетях. Социальная сеть. Слово «сеть» женского рода. Сеть – она. Мы обычно сокращаем это словосочетание до соцсеть, потому что легче и быстрее сказать соцсеть, чем социальная сеть. В социальных сетях у нас есть аккаунт или страница. Там мы можем подписываться на людей или группы. Подписываться, подписаться. Частая ошибка, которую делают изучающие русский язык, использование слова «следить». Потому что в английском языке в социальных сетях используют глагол to follow. Да,
Этот глагол можно перевести на русский как «следить». Но давайте посмотрим, в каких контекстах мы можем использовать этот глагол. Глагол «следить». Следить значит контролировать кого-то или что-то. Например, следить за ребенком, следить за здоровьем. Часто этот глагол используется, когда мы говорим о работе полиции или частных детективов. Например, детектив следит за женой своего клиента. То есть он внимательно наблюдает и делает это скрытно. Жена клиента не знает, что за ней следят. Поэтому, когда кто-то говорит «Я слежу за тобой в Инстаграме», мне становится немного не по себе. Все-таки, если вы скажете «Я подписана на тебя в Инстаграме», это будет звучать намного лучше. Итак, мужчины используют форму подписан, женщины подписана. Подписан, подписана на плюс винительный падеж. Хотя, так как английский язык влияет на русский и нередко меняет его, я уже слышу, как глагол «следить» используют в этом контексте. Поэтому я не удивлюсь, если через несколько лет информация, которой я только что с вами поделилась, станет неактуальной. Итак, вернемся к лексике по теме интернет и продолжим говорить о социальных сетях. Подписываться, подписаться – глагол. Теперь посмотрим на существительные. Подписка – это результат. Часто можно услышать такие фразы: платная подписка, бесплатная подписка или пробная подписка. Пробная подписка дает возможность попробовать что-то. Мы называем человека, который подписан, подписчиком. Если важно подчеркнуть, что это женщина, мы скажем подписчица. На кого же подписываются люди? На блогеров. Наше следующее слово – блогер. Частая ошибка – писать это слово с двумя буквами «г». Я думаю, понятно, откуда эта ошибка. Из английского. Мы взяли это слово из английского, но то, как оно пишется, мы не сохранили. Для блогеров женщин иногда используют слово блогерша или блогерка. Тема феминитивов – это другая сложная и противоречивая тема. Может быть, я поговорю об этом в другом видео. Просто знайте, что есть такие слова, чтобы понимать их в речи носителей. Что же мы делаем в социальных сетях, кроме того, как подписываемся на кого-то? Мы выкладываем фотографии, видео или картинки. Выкладывать, выложить. Или другое слово – публиковать, опубликовать. Но это слово чаще встречается в формальной речи. А вот в разговорной речи мы
можем сказать постить, запостить, но это очень неформально. Ударение в этом слове пока не зафиксировано, но я предпочитаю говорить постить, потому что это от слова пост. Пост, постить. Синоним слова пост – публикация. Итак, когда кто-то публикует пост, видео, фотографию, подписчики реагируют на это. Они могут лайкать публикацию, лайкать, лайкнуть или поставить лайк. Ну, или поставить дизлайк. Они могут комментировать публикацию, комментировать, прокомментировать. Иногда используется фраза оставить комментарий. Например, он оставил хороший комментарий под этим видео. Также можно репостнуть публикацию. Репостить, репостнуть. Или сделать репост публикации. В этом случае мы используем родительный падеж. Репост чего? Публикации. В некоторых социальных сетях мы не подписываемся на человека, а добавляем его в друзья. Например, в Фейсбуке. Добавлять, добавить в друзья. Или добавляться, добавиться в друзья. Если можно добавить кого-то в друзья, то можно и удалить. Удалять, удалить из друзей. Если вы выкладываете фото с другом, вы можете отметить его на этой фотографии. Почти во всех социальных сетях есть мессенджер. Мы называем это личные сообщения. Можно написать в личные сообщения. Если кто-то написал вам что-то некультурное, неприятное или просто вас раздражает, вы можете заблокировать этого человека или забанить. Также вы можете раз блокировать или раз банить кого-то, когда, может быть, ваше мнение поменялось. Также в социальных сетях у нас есть лента. В ленте мы видим то, что публикуют наши друзья или люди, на которых мы подписаны. В разных социальных сетях разные возможности, но то, что объединяет Instagram, Facebook и TikTok, это возможность создавать истории. История – это короткое видео, которое доступно только 24 часа. Но русским словом «история» такой формат называют редко. Чаще мы говорим stories. Пока нет нормы, как правильно писать это слово. С или з на конце. Что еще интересно, stories – это слово из английского языка во множественном числе. Но в русском часто используют это слово в значении единственного числа. Например, могут сказать: «Я видел твой сторис». И пока многие носители пытаются заставить всех использовать русское слово «история», лингвисты фиксируют эту интересную тенденцию.
Короткие видео в Инстаграме называются Reels. Как же мы это называем по-русски? Мы взяли слово Reels и добавили «ы», чтобы сделать множественное число. Поэтому мы говорим «смотреть рилсы». Также одно короткое видео иногда называют Reel, а иногда Reels. Как вы понимаете, то же самое происходит и с названием коротких видео на YouTube. Мы называем их шотсами, шотсы. Должно пройти время, чтобы норма была зафиксирована в словаре. А пока просто слушаем носителей и наблюдаем за тем, какие изменения происходят в русском языке. Также давайте поговорим о том, какой предлог использовать, когда мы говорим об интернете, социальных сетях, названиях сайтов. Итак, мы говорим в интернете, в Инстаграме, в ТикТоке. С Ютубом все сложнее. Можно использовать и предлог «в», и предлог «на». В Ютубе или на Ютубе. Я чаще использую предлог «на». Я говорю «на Ютубе». Кстати, всю информацию я перепроверяю на портале Грамота.ру. Это портал о русском языке, и там есть словари, статьи, а также можно задать вопрос о русском и получить ответ специалистов, ответ справочной службы. С Фейсбуком в разговорной речи используют предлог на Фейсбуке. В более официальном тексте мы скажем в социальной сети Facebook. Ну и, конечно, глагол, который уже давно в русском языке, это гуглить. Гуглить, загуглить, погуглить. Мы делаем это, когда ищем информацию. Интересно то, что иногда этот глагол используется, даже если используется не Google. Например, в России популярен Яндекс, и иногда люди ищут информацию там, но используют глагол гуглить. Гуглить в Яндексе. Хотя сегодня также используем чат GPT, чтобы получить ответ на какой-то вопрос. В разговорной речи сейчас меняют слово чат, но не меняют GPT. Например, я часто слышу, как говорят, спросить у чата GPT. Итак, что можно еще делать в интернете? Можно скачивать файлы. Скачивать, скачать. И также можно загружать файлы. Загружать, загрузить. Конечно, многие сегодня работают удаленно и проводят много времени на онлайн-встречах за видеозвонками. О видеозвонках мы недавно говорили в нашем подкасте «Русский блин». Выпуск 91. Приглашаю вас послушать его. Он доступен на всех площадках. И не забудьте поставить лайк и подписаться, а также смотрите другие мои видео. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.